Кто там в машине сидит? Битый час уже и не заходит. Иван в очередной раз глянул в окно. Они с друзьями в этот вечер решили отдохнуть мужской компанией. Сняли коттедж, на первом этаже которого находилась баня. На втором – место для отдыха с бильярдом, караоке и прочими стандартными развлечениями для таких мест. Иван не пил. Вообще никогда не пил. Не кодированный был. Просто не пил и все. Насмотрелся в детстве на пьяного отца, вот и не пил. Хотя своих детей у него не было пока, да и жены тоже. Поэтому, когда остальные мужики, попарившись, да запив пар холодным пивом, а кто и чем покрепче, разомлели, ему стало скучновато. Нет, нельзя сказать, что компания состояла из заядлых пьяниц, ведущих разгульный образ жизни. Ну, собрались мужики, раз пятилетку отдохнуть. Почему бы и не расслабиться? Сашка, брат Ивана, первый захмелел. Понять можно, жена третьего ждет. Он на 2 работах пашет, чтоб все лучшее у семьи было. Марина, жена его, скандала по этому поводу не закатила. Попросила только Ивана брата в такси погрузить. Дома-то я уж его у подъезда встречу. Хорошо, завтра в ночную ему, отоспится. Рассольником отпою, как новый будет. Рассмеялась она в трубку. Повезло Сашке с женой, думал Иван, мне б такую, и хозяйственная, и веселая. Детки мал-мала меньше, все под присмотром. И за деньгами не гонится. Сколько раз твердила Сашке, чтоб вторую работу бросил. И это уж он сам, чтоб семью порадовать. Иван, хоть и был брата всего на 2 года младше, жениться не торопился. Да и не встретилась еще та, которая б ему в душу запала. «Да это за Валерой жена приехала», — пояснил один из приятелей. Иван оглянулся на того самого Валеру. Не первый раз они уже пересекались на таких вот мальчишниках, но друзьями не были. Валера Ивану не нравился, заносчивый, прихвастнуть любит. А если лишнего выпивал, что бывало практически всегда, начинал агрессивно правоту свою доказывать, кулаком по столу. А если кто спорить пытался, то и тому кулаками хотел пояснить. Да и другие Валеру недолюбливали. Так больше по старой памяти звали. Учились когда-то все вместе. Да и сервис свой Валера держал. Хорошие скидки на ремонт давал. «Валер, там жена за тобой приехала», — сообщил Иван. «А я передумал. Ничего, подождет, не переломится», — хохотнув, ответил Валера. «Пусть зайдет хоть, что в машине сидеть», — не унимался Иван. «А я тебе сказал, не переломится». Валера начал закипать. Иван понял, что связываться с ним бесполезно. Заварив чай, он вышел на улицу. «Добрый вечер!» Вежливо поздоровался он с женщиной, сидящей в машине. На вид она была лет на 15 младше мужа. Круглые глаза на круглом лице испуганно посмотрели на Ивана, потом на ворота. «Спасибо», — поблагодарила женщина и вышла из машины. Невысокого роста, полноватая, но все равно симпатичная. «Как он там?» — спросила она, принимая кружку с чаем. Иван пожал плечами. «Ехали вы бы пока домой, вряд ли он скоро соберется». «Нельзя, вдруг выйдет, а меня нет». Она опустила голову. «Волнуюсь, конечно, дети дома одни остались, старшему 7, а младшенькой 3. Как бы чего ни натворили». Вздохнула. «Езжай домой», — твердо сказал Иван, не заметив, как перешел на «ты». «На такси доберется». Она молчала, не поднимала глаз, но и с места не сдвинулась. Ворота резко распахнулись, из них вывалился еле стоящий на ногах Валера. «Тебе кто разрешил?» — беседует она. Заорал он, выдергивая из рук жены кружку. В следующую секунду эта кружка уже с треском разлетелась об забор. «Быстро в машину!» — скомандовал Валера.
Женщина сжалась еще больше и поспешила выполнять приказ. «А ты чё?» Валера перекинулся на Ивана, занося кулак. Но Иван был в лучшей форме, к тому же прицельность Валеры оставляла желать лучшего. Поэтому вслед за кружкой на снег полетел он сам. «Убью!» – шипел он, пытаясь встать. На шум выскочили мужики, подняли, отряхнули, запихали рвущегося к Ивану Валеру в машину. Машина тронулась. «Дура Ленка!» – связалась с этим козлом. Один из товарищей плюнул на снег. Может, не надо было его в таком состоянии с ней оставлять? Иван провожал взглядом машину. Сами разберутся. Махнул этот же товарищ рукой, все вернулись в коттедж. Иван сел в машину и поехал следом за Леной. «Я тебе говорил, что ты моя только. Говорил. Место твое где? То-то и оно. Еще раз увижу, убью!» Выкрикивал Валера, то ли обнимая, то ли опираясь на жену, пока она вела его от машины до подъезда. Что отвечала Лена, Иван не слышал. Дверь подъезда захлопнулась, Иван поехал домой. По дороге он все думал. Как же так? Неужели можно такое терпеть? Да и Ленины большие глаза не выходили у него из головы. На следующее утро Иван, сам не зная почему, поехал к дому Лены. Хотел убедиться, что с ней все хорошо. Но, сидя в машине у подъезда, он понял, что затея глупая. Но не пойдет же он в самом деле к ним домой. Да и квартиры он не знал. Тут из подъезда вышла Лена. За руку она вела такую же большеглазую девочку. Следом за ними торопился мальчишка. Куда это они? Суббота, ни садика, ни школы. Удивился Иван. «Лена, здравствуй!» Окликнул Иван, выходя из машины. Лена испуганно вздрогнула, обернулась, узнала Ивана и быстрым взглядом глянула на окно где-то на 3-м этаже. «Ты что тут? Нельзя!» – зашептала она и поспешила вдоль дома. Иван шел за ней. Завернув за угол, Лена остановилась. «Данечка, покачай Ульяну, пожалуйста, я сейчас». Лена указала головой в сторону детской площадки в соседнем дворе. «Чего тебе?» – снова спросила она, когда дети отошли. «Хотел убедиться, что с тобой все хорошо». Растерялся Иван. «Убедился? Давай, пока», – резко ответила Лена. Иван заметил на распухшей Лениной губе ссадину, которую она старательно попыталась замазать тональником. «Лен, ты не подумай чего, но если тебе помощь нужна, ты скажи, я помогу. Это ведь он тебя ударил». Иван не собирался уходить. «Никто меня не бил», — настаивала Лена. «Уходи». Лена повернулась, чтобы уйти. «Может, и правда дура», — сказал Иван вслед. «Дура?» Лена снова обернулась. «Не знаю, зачем тогда с таким жить?» Иван искренне не понимал. «А ты знаешь, как я до этого жила? И что меня ждет, если уйду от него? Знаешь?» Лена уставилась на Ивана. Круглые глаза прожигали его насквозь. Иван промолчал. Лена снова повернулась, чтобы уйти. «Сейчас-то вы куда?» – спросил Иван. «К подруге. Переждем. Вожжа под хвост попала. Все выходные пить будет». Уже спокойно, но как-то обреченно ответила Лена. «Рядом подруга-то. Пешком пошли». Иван все не мог отпустить ее. «Нельзя мне машину без его разрешения брать. Доберемся с пересадкой». «Давай подвезу», — предложил Иван. «Дети сболтнут потом еще ненароком», — развела руками Лена. «Скажи, такси вызвала». По дороге Иван с Леной не разговаривал, наблюдал. Лена, проверив, чтобы детям было удобно, достала книгу и стала читать им сказку, чтобы отвлечь дороги. Дети слушали внимательно,
прижавшись к ней с двух сторон. «Телефон мой. Звони, если что». Иван сунул Лене в руку клочок бумаги со своим номером, помогая выйти из машины. Лена не ответила, но сунула бумажку в карман. Чем запала Лена Ивану в душу, он и сам не понимал. То ли жалко ее просто было, то ли глаза заворожили. Но все выходные и всю следующую неделю она не выходила у него из головы. Еще примерно через неделю Лена позвонила. «Привет. Неудобно просить, но ты не мог бы мне совсем немного денег перевести? Рублей 200. Валера где-то в загуле, неделю уже. Деньги все у него. У меня было немного на карте, но дети, еду покупать нужно, понимаешь? И подруга в отпуск уехала, недоступна. Больше и попросить не у кого». «Я все привезу», — ответил Иван. Через час он стоял у подъезда с 2 большими пакетами продуктов. Лена вышла его встретить. Глаза ее заплыли от слез. Она старалась не смотреть на Ивана. «Вот продукты и деньги. Может, что-то не то купил». Иван передал Лене пакеты и сунул в карман несколько купюр. «Спасибо. Я потом отдам все. Выйдет из загула, отдам», — пообещала Лена. «Не надо», — отрезал Иван. «Может, все же расскажешь мне?» «Потом». Лена кивнула головой и скрылась в подъезде. Вечером, когда дети уснули, она снова позвонила Ивану. История ее была невеселая. Лена выросла в деревне, в семье, где кроме нее было еще 4 старших братьев и сестер. Родители пили по-черному, дети были предоставлены сами себе. Временами и поесть-то нечего было, и дела никому не было. Старший брат, как только ему исполнилось 18, подался в город. Лена его больше никогда не видела. Слышала, что позже посадили его, но за что – не знала. Старшая сестра просто однажды не вернулась домой, не появилась и спустя неделю, но родители даже не спохватились, одним ртом меньше. Второй старший брат сбежал из дома, когда ему было 16. В 18 его подрезали где-то в пьяной драке. Документов при нем не было, искать его никто не искал. Так и похоронили, как неопознанного. Это Лена потом узнала, один из приятелей брата рассказал. Он же предложил Лене и ее второй сестре подработать в городе. Лене тогда было 15, сестра на год старше. Подработка заключалась в ублажении мужчин. Лена наотрез отказалась, пыталась и сестру уговорить отказаться, но та согласилась. «Нам ли выбирать? По-твоему, лучше с голода сдохнуть? Какую ты еще работу найдешь, даже если выберешься из этой дыры? Полы мыть за копейки?» Так Лена осталась одна. Однажды летом она продавала у дороги ягоды, собранные ею в лесу, чтоб хоть немного заработать. Тут-то ее и приметил Валера. Невысокая, худенькая. Это уж после вторых родов случился какой-то гормональный сбой, и она поправилась. С огромными глазами на почти детском личике, хоть Лене и было еще 16. Пожалел, денег дал, гораздо больше, чем те ягоды стоили. Потом еще раз приехал, нашел ее в деревне. И еще. Лене казалось, что он ее понимает, жалеет, любит. Долго уговаривать ее не пришлось. Лена уехала с Валерой еще до конца лета. Школу она не закончила. Первое время жили неплохо. Лена не могла сказать, что любила Валеру, но все-таки была ему благодарна. Да и он ее поначалу не обижал. Когда ей исполнилось 18, расписались. Не прошло и года, родился Данил. В заботах о сыне Лена и не заметила, что отношение мужа к ней изменилось. Он все чаще был раздражен, повышал на нее голос, понукал за малейший беспорядок в доме или за не вовремя поданный ужин.
дальше больше. Начал пропадать неделями. Лена понимала, что у него другие женщины, но возразить боялась. Куда ей с ребенком? Без денег, без образования. Потом он ударил Лену первый раз. На следующий день, правда, извинялся, клялся в любви, обещал, что такое больше не повторится, но повторилось. И не раз. Однажды Лена все же набралась смелости и попыталась вразумить мужа, на что он напомнил ей, где ее подобрал. «Ты моя собственность. Считай, купил тебя вместе с ведром ягод, и обращаться с тобой я буду, как захочу». Потом Лена забеременела второй раз. После родов сильно поправилась. Теперь, ко всему прочему, и это стало упреком. «Посмотри на себя, скажи спасибо, что я с тобой живу. Кто еще на такую уродину посмотрит?» Хотя при этом Валера даже разговаривать с другими мужчинами ей запрещал. «Теперь скажи, как мне не жить такой жизнью? Уйду, он и детей отсудит. Это уж он мне четко дал понять. У меня ведь ничего нет, никого нет. Потом и меня со свету сживет. А не живет, так сама вздернусь, что одни они с ним остались. Так хоть только на мне зло срывает, детей не трогает». Иван после недолгого молчания сказал: «Все равно нельзя так. Выход обязательно должен быть». Потом еще немного помолчал и добавил: «У меня в деревне тетка живет, старушка уже. Собирай детей, отвезу вас туда. Ты за теткой присмотришь, она за вами. Про тетку только брат с женой знают, но они не выдадут. Там он вас не найдет, а потом придумаем что-нибудь». «А школа как же?» – забеспокоилась Лена. «Пока придется без школы. Заберешь документы, скажешь, новую школу еще не выбрали, а то ниточка потянется. Потом наверстает». Лена еще сколько-то отнекивалась, а потом согласилась. Уже на следующий день Александра Петровна, тетя Ивана, встречала гостей. «Тетя Шур, ты не переживай, денег я дам», – шептал на ухо тетке Иван, пока Лена с детьми разбирали вещи. «А я и не переживаю, авось не пропадем». Тетя Шура была рада новой компании. Старушкой она была бойкой, веселой, скучно ей было одной. Но так уж сложилось, что своих детей не было. Хорошо, хоть Иван часто навещал. «Лен, вы располагайтесь, а я каждые выходные навещать буду. Телефон отключи, потом новый привезу. Пока через тетю Шуру связь». Прощался Иван. «Спасибо тебе», – поблагодарила Лена, глядя, с каким азартом малышня под руководством тети Шуры уже строили снежную горку. «Пойду помогать». Лена первый раз улыбнулась. Улыбка ей очень шла, отметил Иван. Валера вернулся домой еще только через 4 дня. «Найду, убью», – ударил он по столу. Понятно было, что с Леной ничего не случилось, что она просто сбежала от него. Единственная Ленина подруга ничего об этом не знала. Больше спрашивать было не у кого. Валера злился, но подделать ничего не мог. Заявлять в полицию о том, что от тебя сбежала жена? Вот еще. Иван, как и обещал, приезжал каждые выходные. Его встречали счастливые глаза и улыбки. Тетя Шура будто помолодела от новых хлопот. На щеках у ребят появился румянец от свежего воздуха. Лена. Счастье Лене очень шло. Иван все дольше тянул с отъездом, не хотелось прощаться. «Мне ведь в деревне нравилось куда лучше, чем в городе», — вспоминала Лена. «Ни за что бы не уехала, если бы...» Лена на секунду поморщилась. «Ты знаешь, я ведь работу нашла». Вновь просияла она. «Там на краю ферма есть маленькая, помощники нужны. Зарплату небольшую обещают, но все же лучше, чем ничего». «Ты, Вань, и нам к весне козу купил. В
Вклинилась в разговор тетя Шура. Ребятам молоко. И то верно, согласился Иван. И чуть сошел снег, привез молоденькую козочку из десяток цыплят. Восторгу детей, которые крошечных цыплят только на картинках видели, и тети Шуры, которая раньше, когда была помоложе, держала небольшое хозяйство, не было предела. И мне в деревне нравится. Уезжать не хочется, как приеду. Но и другая причина есть, признался Иван, глядя в стол, когда они с Леной остались одни на кухне. «Не уезжай», – просто ответила Лена и положила ему на руку свою ладонь. Через 2 года счастливый Иван с Леной ждали 3-го ребенка, обещали мальчишку. К тому времени Иван продал квартиру в городе, сделал пристрой к теткиному дому, и работа для него в деревне нашлась. Лена развелась через суд. Валера грозился, конечно, приезжал с разборками, да толку. Лене теперь бояться было нечего. Она знала, что у их большой и дружной семьи впереди только счастливое будущее. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.